Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео хотим вам дать одну потрясающую молитву. Эта молитва очень древняя и наработанная многими поколениями, и работает она просто невероятно. Эта молитва поможет вам привлечь достаток, избавиться от финансовых проблем, привлечет новые денежные потоки в вашу жизнь. Также, если вы хотите осуществить свое какое-то заветное желание, эта молитва вам в помощь. Более подробно об этой молитве, как ее читать, в каких случаях, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете финансового благополучия, достатка, мира, любви и гармонии. Пусть намного больше людей узнают об этом видео. Итак, друзья, Псалом 22. Это один из самых сильных и мощных псалмов, которые были когда-либо написаны. Он действует настолько быстро, настолько мощно, что после уже его прочтения вы сразу почувствуете изменения в своей жизни. Молитва действительно каким-то удивительным и волшебным образом подминает под себя реальность и выстраивает события в нашей жизни так, что наша жизнь начинает меняться. Вы знаете, 22-й псалом очень широко применяют на Западе, и там его читают вместо молитвы, как правило, «Отче наш». «Отче наш» и используют как сильную защиту от всяких бед, от врагов, от темных сил и воздействий. И у этого псалома она очень сильная сама по себе, эта молитва, и имеет достаточно множество различных применений и различных обрядов. И далее в видео мы поговорим о некоторых из них. Итак, для того, чтобы вы могли привлечь новые денежные потоки в свою жизнь. Этот псалом нужно читать, Псалом 22 нужно читать по 7 раз в день в течение 7 дней. И это именно открывает человеку двери к достатку, к денежному изобилию. И очень хорошо увеличивает денежные потоки. Лучше всего читать этот псалом на рассвете. И тот, кто совершает этот недельный обряд, то есть 7 раз в день в течение 7 дней читает эту молитву, в скором времени начнет выходить из каких-либо своих материальных проблем. У вас начнут водиться деньги, и дела пойдут в рост. Не забывайте, что когда вы читаете этот псалом, вам никто не должен мешать, и вы должны обязательно смотреть в сторону востока. Вообще идеально написать Псалом 22 своей рукой на листке бумаги. Обращаю ваше внимание, когда будете переписывать эту молитву, не должно быть никаких помарок, никаких зачеркиваний. То есть, если вы написали на листке бумаги, именно на белом листке бумаги, не в клеточку, не в линеечку, и допустили ошибку, или какое-то произошло зачеркивание, значит, переписываем. Значит, вы сами не верите в то, что вы делаете, и высшие силы настаивают на том, чтобы вы это переделали. И далее, этот псалом нужно повесить там, где вы обычно моете руки перед едой. И если есть возможность, вы также можете эту молитву произносить. Она небольшая во время того, как вы моете руки. Далее, если вы хотите осуществить свое какое-то сокровенное желание, то для этого вам нужно сходить в храм и поставить там 3 свечи. Поставить именно свечи к тем иконам, которые вас потянет. Это могут быть любые иконы. Просто зайдите, купите, и вы почувствуете сами, к каким иконам вам захочется поставить именно ту или иную свечу. После этого нужно прочитать трижды Псалом 22. И после каждого прочтения произнести свое желание. Например,
Господи, даруй мне купить двухкомнатную квартиру со всеми удобствами по милости Твоей. Желательно еще и указать, в каком районе, если вы хотите сказать квадратуру, на каком этаже. Постарайтесь максимально прописать свое желание. Делать это нужно 3 раза, и не обязательно каждый день, но в течение 10 дней. И тогда ваша цель будет очень быстро достигнута. Если вам постоянно снятся какие-то кошмары, вам снятся плохие сны, то знайте, значит, на вас делаются какие-то психические нападения, на вас наводится порча и всячески вас пытаются атаковать черной магией. То защита 22-го псалма будет просто незаменимой в этом случае. Что мы делаем? Вам нужно взять соль крупную и прочитать псалом на соль 3 раза. И далее посыпать под кроватью именно заговоренную эту соль. А также сами чуток попробуйте эту соль. Прочтите обязательно псалом 3 лежа уже в кровати. И этот псалом закроет вас невидимой пеленой от всяких колдовских атак и от всяких дурных воздействий. Как часто менять соль? Первое время, если у вас достаточно сильные энергетические на вас атаки, нападки, то в таком случае каждый день меняйте эту соль. Эту соль нужно, после того, как вы проснулись утром, эту соль вы всю собираете и желательно закопать в землю. Закопать в землю под деревом, под высохшим деревом. Это очень важно. И на следующий, то есть уже вечером заново проводите этот ритуал. И, допустим, прошла неделя, вы видите, что вам становится намного легче, то уже можете менять раз в 3 дня. И так довести, что вы можете менять раз в месяц эту соль. Почувствуйте по себе и по тем изменениям, которые будут происходить в вашей жизни. Ну, а теперь, друзья, Псалом 22. Слова следующие. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитиях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виде врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня на все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Друзья, слова Псалом 22 будут в описании к этому видео. Кроме того, среди наших бабушек существует такое поверье, которое утверждает, что Псалом 22 необходимо читать 40 раз для исцеления или решения какой-либо проблемы. Как видите, способов применения этой молитвы достаточно много. И обращаясь к ее силе, вы будете открывать все больше и больше новых и очень мощных способов, как эта молитва может помочь вам в жизни. При этом всегда очень важно правильно формулировать запрос, открываться в своем доверии силе и помощи Вселенной. И, конечно же, используйте эту помощь, подсказки и знаки для нужных действий. Ведь у Бога нет других рук, кроме наших с вами. Мы вам всем желаем благополучия, мира, любви, гармонии. Пусть все в вашей жизни будет прекрасно. А те проблемы, которые есть сейчас, пусть испарятся, исчезнут в самое ближайшее время.